Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как разбудить комнатные цветы именно в осенне-зимний период. Многие говорят, что в осенне-зимний период все цветы спят, не растут, не цветут, но это неправда. Если вы сами хотите, чтобы ваши цветы именно цвели и активнее росли, хоть в осенне-зимний период, хоть в весенне-летний период, все это не важно. Цветы будут расти именно по вашему желанию. Если ваши комнатные растения болеют, плохо растут и отказываются цвести, то им нужна помощь. А сложность заключается в том, что мы просто не видим некоторые признаки болезней. Некоторые цветы сидят на месте, как заколдованные, и не растут. Что же с этим делать? Для комнатных цветов есть одно универсальное средство для активации иммунитета. Если укрепить иммунитет у растения, то у него будут силы на дальнейшее развитие. А сегодня я вам расскажу про одно средство. Это аптечное средство, недорогое. Я его использовала в основном для пеларгоний, для лечения пеларгоний, которые начали желтеть, листики у них начали белеть, чахнуть и опадать. И я применяла именно это средство. А также применяла это средство для анториума. Анториум окреп и наконец-то начал расти. Иногда просто удобрений, которые мы применяем для наших цветов, бывает недостаточно. Нужен некий толчок, а толчок именно для иммунитета. Это средство я использую для комнатных растений, как для лечения, так и просто для профилактики. Это прекрасное средство для оживления цветов, а также для стимуляции роста растения. А значит, будет листовая масса, крепкие корни и в дальнейшем пышное цветение. Это средство я применяю уже несколько лет подряд, и можно считать именно осенней подкормкой, именно осенним лекарством и иммуностимулятором для комнатных растений, а также он помогает избавиться от многих грибковых заболеваний и прекрасное средство для профилактики грибковых заболеваний. Это средство можно использовать как для полива, так и для опрыскивания. Но для нежных растений, такие как глоксиния и фиалки, я не рекомендую, потому что на листиках образовываются некие пятна и наоборот начинают желтеть листья, так как это считается агрессивным средством именно для нежных растений. Поэтому такие растения мы поливаем, но поливать их можно с меньшей дозой. Прекрасно отзываются на это средство именно фиалки, глоксинии, если поливать, пеларгонии, зацветает даже маленький черенок. В данном случае вы видите пеларгонии, которые несколько месяцев, и она уже начинает активно расти. Черенки очень крепкие, и стимуляция именно на цветение помогает цвести даже маленьким черенкам. Бутоны закладываются очень быстро. Даже если, например, вы хотите проверить цветение вашей пеларгонии, по сорту ли цветет, это средство отлично помогает именно при цветении. Итак, приступим. Вам понадобится литровая банка. В данном случае я использую пол-литровую банку для полива данных растений, которые вы видите на видео. Берем воду, обязательно отстойную, комнатной температуры. Я всегда говорю, что моя вода, которая для растений, она стоит именно возле батареи, она теплая. Она даже не именно комнатной температуры, а температура чуть повыше. И это средство называется аслициловая кислота, а попросту аспирин. Аспирин отлично помогает, если растение чахнет, желтеют листья, нет нарастания корневой системы, нет листовой массы, долго не цветет растение, есть различные грибковые заболевания и болеют листья. Как применять аспирин для комнатных растений? Вам понадобится одна таблетка на 1 литр воды. Обязательно нужно ее растолочь, размять, чтобы она не была такой крупной, потому что если кинуть целую таблетку в воду, она просто не растворится. Я делаю вот таким способом, беру 2 ложки и спокойно разминаю таблетку. На мои пол-литра мне понадобится половина таблетки. В данный момент я буду подкармливать те растения по своему графику, который нужно подкормить именно с аспирином. Аспирин
сразу не растворяется. Можно его сначала развести в более горячей воде и потом уже добавить в обычную воду. Но можно и так, все равно будет осадок, так и так, после теплой горячей воды все равно будет осадок. Будем подкармливать под корень пеларгонии и глоксинии. Поливаю я по влажной земле. Поливала немного вчера пеларгонию данную, просто с теплой водой комнатной температуры. И также каланхоэ поливала с обычной водой. И сейчас будем подкармливать их. Если ваши растения именно болеют, вам нужно применять аспирин примерно 3-4 раза в год. Это один раз в сезон, то есть один раз в 3 месяца. Остатками я всегда поливаю растения, которые в принципе просто для профилактики. Вот финиковая пальма и фикус, им достается в основном удобрение, что осталось. Вот так вот растут они. Посмотрите, вот видите, осадок остался. Можно немного добавить воды, перемешать и снова полить. Для опрыскивания с аспирином точно так же. Берете одну таблетку, разводите. Можно дать немного настояться, чтобы он лучше растворился, и уже опрыскивать по листу. Но кроме фиалок и глоксинии, это более нежные растения. Пеларгонии прекрасно отзываются на данную подкормку при опрыскивании. Какими удобрениями удобрять после подкормки с аспирином и можно ли удобрять? Удобрять, конечно, можно, но грунт должен подсохнуть, это примерно через 3-4 дня, и тогда уже можно применять, например, биогумус, активно помогает расти именно в осенне-зимний период. А также можно использовать хлореллу. Хлорелла как отличный стимулятор, как биостимулятор, действует именно на растения, прекрасно действует на листовую массу, наращивает листовую массу, и в дальнейшем уже будет растение активно цвести. Если у вас есть желание быстро увидеть цветение данного сорта, пеларгонии, либо фиалки, либо других растений, то подкармливайте с монокалием фосфат. Берется 1 грамм на 1 литр воды и поливается под корень. Курс примерно 4-5 раз. И уже через несколько недель будут первые бутончики. Про другие удобрения, как наладить листовую массу, как увеличить корневую систему, как увеличить пышное цветение, делать так, чтобы цветы долго цвели, есть у меня видео на канале. Заходите, смотрите, добро пожаловать. А на сегодня это все. Заходите на мой канал. Всем спасибо и до свидания.